Эквадор. Эта далекая южноамериканская страна довольно-таки редко попадает на туристические карты мира. К сожалению, а может быть, к счастью, Эквадор не самый популярный туристический маршрут. Гораздо чаще она попадает в криминальные своды. Улицы столицы Эквадора Кито погрузились в хаос и живут сейчас по законам банд. Но преступность носит спорадийный, случайный характер, и где на кого наткнешься в ночное время, неизвестно. В общем-то, сейчас стало страшнее. Но все ли так на самом деле? Страшно. Я отправился посмотреть, что же это за страна такая, где через задний дворик местных проходит линия экватора. В Эквадоре 4 географические зоны с очень разным климатом. И здесь можно, допустим, позавтракать на побережье океана, пообедать уже в Андах на вершине вулкана Тут же увязались на хлебник. Теперь понятно, откуда вас тут так много. и поужинать в джунглях. Конечно, как обычно, я покажу вам основные туристические достопримечательности Кито и Эквадора, где успел побывать, и дам дельные советы туристам. Проституция легальна, бордели легальные. Они продают просто пакетами, все по $1. Но, как и во многих моих выпусках, основной фокус моего внимания будет направлен на желание понять, что же это за страна такая в целом, как там живут люди, и попытаться разобраться в тех феноменах, что сопровождают жизнь как местных, так и приезжих. Это одна из самых высокогорных столиц мира и одна из самых древних. Следующая проблема Эквадора – это архитектура. Так какая на самом деле страна скрывается за заголовками криминальных сводок? Вы на канале Проект Резидент, подписывайтесь, ставьте лайки и поехали знакомиться с этим удивительным краем. Que ya no sé lo que está más. Cada vez que te me acercas o me llamas, dime lo que ves en mi cara. Cada vez que me sonríes o me hablas, baby. Ну, друзья, добрался до Эквадора. Это у меня уже 9-я южноамериканская страна и предвкушение. Да, Эквадор давно мозолил глаза тем, что оставлялся незакрашенным на карте моих путешествий в Южной Америке. И одна из причин приехать сюда заключалась лишь в желании отметиться. Но, забегая вперед, к моему удивлению, он по итогу оказался одной из топовых стран на этом континенте. Почему? Расскажу в этих выпусках. Итак, начнем с общих данных. Для тех, кто не в курсе, Эквадор находится в Южной Америке и через него проходит линия экватора. Благодаря этому он получил свое название. Ну а чудеса, что здесь творятся, я обязательно покажу в выпуске. Граничит эта страна с Колумбией на севере и с Перу на юге, и омывается Тихим океаном. Население 18 миллионов человек, которые говорят на испанском языке, а небольшая часть этого населения, именно индейцы, до сих пор общаются на языках доколониальной эпохи и живут в изоляции. Любые попытки наладить с ними контакты не увенчались успехом, некоторые даже заканчивались трагично. Не для индейцев. Все знают, наверное, эту историю, когда миссионеры американские решили, так скажем, приручить этих индейцев. Это было, честно, я не помню, там в 70-х годах. Вот, но их в итоге всех миссионеров убили. По ходу выпусков, а их будет 2, так как материала я отснял немало, я расскажу немало интересных фактов и поделюсь своими наблюдениями. Однако, чтобы еще лучше понять суть явлений, происходящих здесь, я, как обычно, поговорил с иммигрантами из русскоговорящих стран, Анной и Алексеем. Меня зовут Анна Павлова. Я из Московской области, замечательный город Дедовск. Работала там менеджером по продаже недвижимости, постоянная суета, пробки, и как-то у меня возникла идея переехать куда-нибудь на море. Сначала я рассматривала только Черное море, что-то ближайшее, пока друзья не подсказали, жившие в Перу, что есть замечательная страна Эквадор. Меня зовут Алексей, я приехал из Питера в 2020 году. Переехал, соответственно, в Эквадор. Вот сейчас живу, работаю в Эквадоре. Это страна с уникальным климатом, где очень разнообразная жизнь на очень компактном участке пространства. В своих передачах я обычно рассказываю не только о том, куда стоит пойти туристу в той или иной стране, а также стараюсь познакомить вас, друзья, с особенностями уровня жизни, быта и культуры. Поэтому неважно, хотите вы узнать о интересных туристических достопримечательностях, чтобы рассчитать свой бюджет, или планируете переезд сюда, или просто хотите узнать что-то новое о стране, каждый из вас, на мой взгляд, подчеркнет интересную информацию из моих выпусков. Ну а если вы на канале впервые, то после просмотра не забудьте подписаться и поставить лайк, а также посмотреть другие выпуски.
Да, одна из особенностей этой страны в том, что вот этот пункт, если вы приехали с долларами США, вам вообще не понадобится. Почему? Потому что в Эквадоре в обороте доллары США. Я чуть позже расскажу, как так получилось, что страна, которая использовала свою национальную валюту, буквально лет 20 назад, перешла на доллары, и расскажу, почему это произошло. Вообще Эквадор максимально удобен для путешествий, так как ни россиянам, ни украинцам, ни белорусам, ни казахам, да и почти вообще никому не нужна виза для посещения этой страны. Конечно, если вы не планируете здесь задержаться на более чем 90 дней. Для тех, кто подумывает о переезде, поделюсь полезной информацией в этом выпуске. В Эквадоре 4 географические зоны с очень разным климатом. Это джунгли, там своя история, это горы, немножко другая, и это побережье третье. И 4-я отдельная уникальная зона, Галапагосы, зачем-то они там даже сделали отдельный часовой пояс, это тоже очень интересно. Эквадору действительно повезло оказаться в разных климатических зонах. По центру, с севера на юг, его территорию занимает мощный горный массив Сьерра, тогда как в 100 километрах на западе уже находится линия Тихоокеанского побережья со знойным солнцем. Называется эта зона Коста. Ну а на востоке Ориенты, с дождевыми тропическими лесами. Еще в 1000 километров западнее континента расположены знаменитые Галапагосские острова. Этот архипелаг многим известен разнообразием уникальных животных и растений, которые не встречаются больше нигде в мире. И именно здесь, в 1835 году, Чарльз Дарвин проводил свои исследования о теории эволюции. В общем, план такой: пару дней я проведу в Кито и хочу взять машину в прокат. Но прочитал отзывы о аренде машин в Эквадоре, если честно, немного осторожно. Дело в том, что очень много негативных отзывов касаемо сервиса по аренду машин. Ну, короче, посмотрим. Дело в том, что стоимость аренды машины, а ее я стараюсь брать в каждой стране, по которым путешествую, дабы была возможность свернуть с протоптанных туристических троп, так вот ее стоимость может сильно сказаться на бюджете, поскольку агентство практикует всякого рода мутки со страховками и прочими дополнительными расходами, и по результату итоговая цена может в разы превышать ту, что тебе рассчитали на сайте. Так что мой первый совет: если вы арендуете машину в странах Латинской Америки через сайт-агрегатор, то не покупайте на нем страховку и дополнительные услуги, так как в 99% случаев эти полисы не котируются, и вас все равно заставят покупать местную страховку. Ну а для недобросовестных компаний по прокату это замечательный способ прокатить уже вас, так как все эти услуги могут стоить гораздо дороже, чем аренда самого автомобиля. Все, момент истины. В плане путешествий, к сожалению, а может быть, к счастью, Эквадор не самый популярный туристический маршрут, и искать какой-то организованный отдых здесь достаточно сложно. Есть люди, которые организовывают эти туры, но достаточно дорого и бесполезно. Как по мне, лучший вариант — это брать машину в аренду, тем более это можно здесь делать не так дорого. В среднем аренда машины, в зависимости от периода, на который арендовать, это $25-35 в день. И ты будешь гораздо более мобильный, и гораздо больше можно интересных мест увидеть. Если нету денежек на машину, это автобусы. Здесь очень развита сетка автобусов, и доехать от точки до точки можно очень быстро и легко. Даже имея здесь машину, куда-то ехать я предпочитаю на автобусе, потому что это будет быстрее, и не надо напрягаться за рулем куда-то рулить. Ну все, ребят, взял машину, получилось, в принципе, не так, конечно, все гладко, как ожидал, но и не так все плохо, немного дороже получилось, чем ожидал, но в целом нормально. Выдвигаюсь в сторону отеля. Ребят, за вот такой вот номер с очень классным видом я заплатил в 3 раза дешевле, чем за самый дешевый номер, что я снимал в Норвегии. Ну а сейчас пойду знакомиться с Кито. Буквально час здесь нахожусь. Но единственное, что успел заметить, поскольку страна высокогорная, есть такое, наверное, еще плюс ко всему устал, такое легкое головокружение. Итак, Кито, столица Эквадора. Как вы уже успели заметить, ее главной особенностью является месторасположение. Это единственная столица государства, которая расположена на экваторе. Но это не значит, что здесь все помирают от жары круглый год.
И причиной тому является вторая его особенность. Он находится на высоте 2850 метров над уровнем моря и стал бы еще самой высокогорной столицей, если бы не Ла-Пас, столица Боливии, которая расположена на высоте 3650 метров над уровнем моря, и где я в 2017 году искал обогреватель в отеле, чтобы не окоченеть от холода. Но Кито, естественно, обязательно к просмотру исторический центр. Город полностью внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКо. Это одна из самых высокогорных столиц мира и одна из самых древних, ей 3000 лет. Находится Кито как раз в районе климатической зоны Сьерра, которая от Коста отличается умеренным прохладным климатом. Сьерра, то есть горный хребет, является частью уже самого длинного горного массива в мире – Анд, ввиду чего Кито со всех сторон окружен горными хребтами, а в самом регионе немало вулканов. Поскольку Кито, как и очень многие другие латинские города, он полон малоэтажной застройки, и город с севера на юг – это больше 40 километров. В ширину он не такой большой, он вытянут именно в ложбинке, и вот сверху с горы это видно просто шикарно, вид чудеснейший и крайне замечательный. Знакомиться с городской жизнью я начал, как только вышел из отеля, который располагался рядом с парком Каролины. По местным меркам это весьма благоприятный район. Под вечер в Кито становится довольно-таки прохладно, приходится одевать кофту. То есть, когда я приехал, было где-то 22-23 градуса, сейчас значительно холоднее. Пойду поем что-нибудь и познакомился с русскими ребятами, которые здесь живут несколько лет уже, и поеду на день рождения. Так что так вот, уже обзавожусь здесь с друзьями. Несмотря на то, что напротив отеля находился самый крупный молл, на каждом углу шла оживленная торговля. На улице, короче, продают все, что можно только продавать. Торговля такая, довольно-таки бурная, но хаотичная. Это, как сказать, серая зона. Да, то есть это не то, что разрешено, но и не то, за что будут ловить и цеплять. То есть и уличная торговля здесь действительно очень развита, как и уличные услуги вроде чистки обуви, уличных парикмахеров, которые тебя постригут прямо на улице, либо постригут твою собаку, всевозможные мелкие мастерские, ключи, часы и так далее. Этого очень много. Другой момент, который, может быть, заметил сейчас, катаясь по Эквадору, по Кито, здесь практически нет попрошаек, людей, которые будут просто просить у тебя деньги. Все попрошайки будут что-то продавать. Здесь в менталитете вроде как неудобно что-то просить, но если ты продаешь чупа-чупс, ты уже работаешь. Не секрет, что одна из самых больших проблем как в Эквадоре, так и в странах Латинской Америки – это инфляция, вызываемая самыми различными факторами. В 1999 году в Эквадоре разразился очередной жесточайший кризис, и национальная валюта сукре обесценилась полностью. Выход искали недолго. Население на протяжении нескольких лет уже использовало между собой доллары США, и перерасчет цен вели именно в них. Поэтому одной из реально спасительных мер в 2000 году стал переход на американские деньги. Спустя годы до сих пор спорят об эффективности этого решения и, конечно, пытаются найти виноватых. Но то, что печатный станок остановился, и это придало хоть какую-то стабильность для экономики, производителей и населения в целом, безусловно, факт. Таким образом, Эквадор стал единственной страной в Южной Америке, которая полностью перешла на доллары США, как единственную национальную валюту. Ну, во-первых, для приезжающих я бы в первую очередь порекомендовала разменять купюры на $20. Здесь эквадорцы не воспринимают купюры 50-100 долларов, здесь в обиходе только $20. Вроде бы, как говорят, связано это с тем, что они боятся подделок. Даже когда в банк закладываешь сумму, не приходится идти с мешком денег в 5 раз больше, по 20 купюр. Вот, это обязательно, потому что со 100 долларами купюрами здесь будут проблемы. Эквадор далеко не самая богатая страна даже по меркам Южной Америки, и среди стран региона находится скорее в аутсайдерах. Доход на душу населения здесь чуть больше 10 тысяч долларов в год, поэтому такая оживленная торговля на улице сразу находит себе объяснение. Если говорить об экономике в целом, то нефтяная промышленность играет ключевую роль в экспорте и финансировании правительственных программ. Однако сильная зависимость от нефти делает экономику уязвимой к колебаниям цен на мировом рынке. Сельское хозяйство, включая производство бананов, кофе и цветов, пожалуй, как раз тот сектор, который прославил Эквадор на весь мир. Эквадор – это аграрная страна, это экспорт продуктов, те же самые бананы, которыми завалена вся Россия. Если кого и называть банановой республикой, так это точно Эквадор.
потому что 30% всего мирового экспорта бананов приходится как раз на эту небольшую страну. Что и говорить, здесь даже президент – сын главного бананового босса страны. Известен также Эквадор своими цветами, в частности розами. Я даже отправился на плантации пообщаться с производителями, о чем расскажу в этих выпусках. А сколько, говоришь, человек на плантации работает? Ну, на каждый гектар примерно 5 человек. Но, приехав сюда в качестве туриста, естественно, мне было интересно узнать, на какие достопримечательности здесь стоит сходить полюбоваться. Конечно, я рекомендовала посетить Кито, исторический центр. В общем-то, там каждое здание – это памятник архитектуры. Есть церковь Сан-Франциско, самое большое здание, построенное испанцами, когда здесь была испанская колония, во всей Латинской Америке. Исторический центр, где сосредоточено большинство достопримечательностей, сравнительно небольшой, и обойти его можно за один день. Однако все местные рекомендуют это делать в светлое время суток. Добирался я туда, естественно, на машине, но можно и на общественном транспорте. Теперь общественный транспорт непосредственно Кито. Это автобусы, развитая очень разветвленная сетка автобусов. То, что они называют метробусы, это выделенные линии автобусов. Они обычно с 2-3 гармошками ездят по всему городу, по основным магистралям города. Опять же, зачастую это быстрее, чем ехать на машине, поскольку у них выделенные трассы ездят немножко быстрее. В этом году праздник в Кито открыли метро. Но его нормально еще не запустили. Были пробные испытания, туда приглашали на экскурсии, можно поехать покататься. Но сейчас они работают, по-моему, несколько дней в неделю или, может быть, дальше строят, пока еще не достроили. И следующий момент с транспортом. Здесь очень развито такси. Его много, оно очень разнообразное. В плане ценника $1,5 минимальная поездка, и во многом на такси передвигаться очень дешево и выгодно. В частности, пойти в магазин, у нас на такси до булочной не ездят, как нам правильно говорят, здесь ездят. У меня в магазин метров 400-500, если я туда иду пешком, обратно я обычно еду за $1,5 на такси, потому что, а почему нет? Если вы не планируете выезжать за пределы Кито, то машина вам точно не нужна, так как проблема найти паркинг в центре актуальна для всех городов мира. Да, ребят, найти паркинг в центре — это прям задача очень сложная. Вот на такие места смотрите. Называется публичный паркинг, но то, что на Гугле обозначено, поэтому даже не ориентируйтесь, потому что полная туфта. Приезжаешь на точку, а по факту там никакого паркинга и в помине нет. Чтобы как-то разгрузить движение, местные власти пришли к идее запретить въезд в город в час и пик для частного транспорта. Называется это пика и плака. Но распространяется это не на целую неделю, а лишь на один день в неделе. И чередуются эти дни в зависимости от того, на какую цифру заканчивается ваш автомобильный номер. 1-2 это понедельник, 3-4 вторник, 5-6 среда и так далее. В общем, давайте посмотрим, что из себя представляет исторический центр Кито. В целом это такой традиционный испанский город с испанской застройкой колониальной. Ну, все, в принципе, американские города, они похожи, и Кито не исключение. Я побывал в многих странах Южной Америки, и, честно признаться, исторический центр там мало отличается друг от друга. Повсюду здания колониальной эпохи, многие из которых не видели ремонта со времен Симона Боливара. Практически все первые этажи здания оккупированы мелкими лавками. Да, и продают преимущественно какую-то билиберду, такую чушь, такой ширпотреб, который на самом-то деле никому не нужен. Ну, очень интересно, конечно, выбор товаров. Я так полагаю, что местные, наверное, это покупают все. Ну, посмотрите сами. Ну а тем, кому не хватило места, торгуют прямо на улице. Попрошайки вправду очень мало, но продавцы всякого ширпотреба втридорога прям не дают покоя. В буквальном смысле мешают работать. Ребят, знаете, какой самый действенный способ спугнуть назойливых продавцов, чтобы они от вас отстали? Начать их снимать на телефон или на камеру. I don't need your glasses. Thank you. Панацея работает вообще на ура. Впрочем, есть немало мест, которые достойны внимания туристов, особенно любителей истории. Один из таких как раз президентский дворец. Вот и наши русскоязычные туристы. Если честно, вот будучи здесь пару часов, я только впервые услышал русский язык. Одна из главных табличек, вообще много табличек, если посмотреть на стены. Но самое главное, она вот там, белая табличка, куда я показываю. Там написано, что туда прибыл впервые Симон Боливар в 1822 году. И в этом дворце
он подписал указ о создании союзного государства Великая Колумбия и стал его первым и последним президентом. С его смертью союз распался, как я говорил, потому что все хотели властвовать на местах. Чтобы лучше познакомиться со страной, без исторической справки, на мой взгляд, не обойтись. В 1534 году испанский конкистадор Франсиско Писаро основал город Кито, который позже стал столицей региона. Это завоевание сопровождалось жестокими схватками с местными племенами инков. Последние, кстати, были довольно-таки развитой цивилизацией. У них уже существовал водопровод, почта и даже в лечении они использовали пенициллин. Под властью испанцев Эквадор стал частью колониальной империи. Колонизаторы принесли с собой язык, религию, архитектуру. Поэтому, как я уже сказал, здесь встречается огромное количество зданий колониальной эпохи. Но изначально регион планировали использовать для добычи золота, и не найдя больших залежей драгоценных металлов, создали плантации с принудительным рабским трудом индейцев, известные в истории как энкомьенда. Такой строй просуществовал вплоть до 19 века, пока не сменился революциями против колониального режима. В 1809 году в Эквадоре происходит первое восстание, которое проходит относительно бескровно. За счет людского преимущества испанцы были вытеснены из центрального региона. Потом все происходило не так легко, и несколько лет эквадорцы в Союзе Колумбия боролись за свою свободу. После победы этот альянс распался за ненадобностью, и в 1930 году появилась независимая республика Эквадор со своим парламентом, президентом и положительными реформами. Однако этой независимостью сразу же заинтересовались новые друзья, предлагая помощь и реформы всех видов. Британия помогла отменить рабство в 1851 году, Франция пообещала обеспечить протекторат, ну а США помочь с продажами кофе. Причина такой неожиданной доброты была в том, что в регионе искали нефть. Однако добыча началась только в 1923 году. Вообще это событие стало началом монархии, когда из ниоткуда начали появляться отряды военных хунт. Считая, что нефтяные компании, да и отдельные страны начали спонсировать вооруженные мятежи. Вдобавок, в 1941 году Эквадор воевал за спорные территории соседней Перу. Затем Эквадор погружается в тотальный хаос и диктатуру, когда отдельные военные формирования начинают влиять на регионы и регулярно совершать перевороты. Такая неразбериха здесь продлится до 1979 года. В этом году, благодаря объединению сторонников прогресса, побеждает перспективный Хайме Агилера. Он делает большой акцент на права человека и реформы, однако погибает в авиакатастрофе, и к власти вновь приходят консерваторы. Следующие 20 лет называют самыми репрессивными в истории Эквадора. Страна тогда погрязла в кризисе, разборках с наркоманией и коррупцией. У государства долгое время не было средств содержать полицию и армию, поэтому предполагаемые стражи порядка зарабатывали деньги как могли. И вот здесь за мной находится президентский дворец. И прямо отсюда он работает. Но вернемся в день сегодняшний и поговорим о политической ситуации в стране. Несмотря на то, что Эквадор не является политическим тяжеловесом на мировой арене, внутриполитические интриги здесь могут потеснить в зрелищности самые популярные сериалы. Эта страна прям пестрит разнообразием политических идеологий и их последователей. На судьбу одного из президентов вообще повлиял Владимир Ильич, поскольку победившего на выборах в 2017 году Ленина Морено назвали в честь вождя мирового пролетариата ввиду нескрываемых симпатий Эквадора и прочих стран Латинской Америки к идеалам социализма. Раньше можно было подниматься на балкон, фотографироваться. Сейчас, к сожалению, нет. Вот как раз с упомянутого Ленина Морено это прекратилось. Сегодня Эквадор — это президентская республика с избираемым на 4 года президентом и регулярно обновляемым парламентом. Участие здесь в голосовании — это дело настолько ответственное, что даже в день выборов запрещается продавать алкоголь. За неповиновение этому грозит арест и заключение в изолятор до окончания специального режима. Ну а за неявку на выборы предусмотрен штраф около $40. Я не самый лучший собеседник на эту тему, поскольку я слишком далек от политики. В общих чертах это демократическая республика, есть президент, есть парламент. Одна из интересных особенностей — голосовать — это не привилегия, это обязанность. Все обязаны голосовать. Если гражданин не голосует, он платит штрафы. Поэтому в политическую жизнь здесь вовлечено все взрослое население, все обязаны голосовать.
Наверное, на 100% эквадорцы проявляют свои гражданские права. Во-первых, здесь неявка на выборы грозит штрафом. Если ты уже резидент Эквадора, то ты тоже обязан ходить на выборы. Постоянные митинги, постоянные походы с флажками, толпами люди ходят, агитируя за какого-то там депутата. Вот сейчас у нас скоро будут выборы в президенты, то здесь такой просто праздник на каждой улице. Очень вовлечены, очень обсуждают, и у них получается действительно. Здесь действительно меняются президенты. И правда, президентов в этой стране было немало, аж 48, что на 2 больше, чем в США, хотя история независимого Эквадора началась гораздо позже. Из любопытных фактов стоит отметить, что дольше всего на посту просидел Хосе Мария Веласко Ибарра, аж 5 сроков. Но самое интересное, что занимал он эту должность не подряд, а с перерывами. Первый раз он был избран в 1934 году, а последний свой срок правил с 1968 по 1972 год. Но несмотря на это, Ибарру принято считать самым известным эквадорским диктатором. А вот самый короткий срок президентства был у Росали Серрано – целых 2 дня. С 9 по 11 февраля 1997 года. Ее стремительное правление объясняется тем, что, будучи вице-президентом при Абдале Букараме, которого прозвали Эль Локо, что буквально переводится как «сумасшедший», она заняла этот пост после его импичмента за, цитирую, умственную неспособность управлять страной. В общем, прозвище не подвело. Это уникальное событие вошло в историю Эквадора как ночь 4 президентов, потому что и Артеага, и Букарам, и спикер Национального конгресса Фабиан Аларкон считали себя легитимными главами государства. Однако по Конституции президентом была именно Артеага, что подтвердилось после отставки Аларкона 9 февраля. Правда, уже 11 февраля, через 2 дня, при поддержке Конгресса США и армии, президентом был объявлен Аларкон. Из-за такой чехарды с президентами страну не раз сотрясали государственные перевороты. Власть пытались захватить то военные, то представители преступного мира. Каждый новый президент обещал построить демократию и решить 2 главные проблемы – это коррупцию и наркотрафик. Дело в том, что местные порты стали воротами для перевозки грузов по всему миру, а 100 лет хаоса создали комфортные условия для наркокартелей. Эти ребята не упускают шанс использовать свое положение, оказывая давление на президента, запугивая население и устраняя негласных самыми кардинальными методами. Об этом мы еще поговорим. Следующий момент. Здесь действительно демократическая республика, и политические направления слева направо меняются с завидной регулярностью. Как по мне, это лишь говорит о действительно свободной демократии. Более того, не так давно, я здесь могу ошибаться, прошел импичмент и прошли преждевременные выборы нового президента. Прошел первый тур, прошли 2 кандидата, и в ближайшее время будет 2-й тур президентских выборов. Ну, из забавных, курьезных моментов было около 8, если не ошибаюсь, кандидатов в президенты. Было 3 покушения на кандидатов в президенты, 2 из них успешные, 1 успели откачать, в смысле спасти, в смысле его не свершилось покушение. Не так давно за президентским выборами 2023 года наблюдал весь мир, когда один из кандидатов был убит за то, что хотел взять курс на борьбу с наркокартелями. Впрочем, уже новоизбранный, кстати, самый молодой в истории Эквадора президент и сын местного бананового короля Даниэл Набо, которому на момент избрания было всего 35 лет и который, кстати, родился в Майами, уже в самом начале своего срока объявил войну преступному миру и стал инициатором проведения реформ, направленных на борьбу с наркотрафиком. Поддержка обществом этих инициатив была колоссальной, и дело здесь вовсе не в штрафах за неявку. Вообще, начало года для Эквадора выдалось поистине жарким. Эта страна опять замелькала в заголовках мировых СМИ. А случилось вот что. В январе 2024 года из тюрьмы сбежал босс крупнейшего наркокартеля Адольфо Масиас во время этапирования на зону строгого режима. Его подельники захватили надзиратели, а в городе устроили погромы, захватов заложников такого масштаба, что страна не помнила давно. В стране было парализовано практически все. Даже соседняя Колумбия ввела военное положение. Казалось, что Эквадор был на грани очередного военного переворота, и в города направили армию. Однако вскоре ситуация нормализовалась, но такие потрясения в стране случаются с пугающей регулярностью. О том, как столь опасная криминогенная обстановка сказывается на жизни простых граждан и туристов, мы еще поговорим. Но давайте вернемся к нашим туристическим достопримечательностям и поговорим о том, как другие общественные институты формируют облик нации. Друзья, если кто из вас и видел промо-ролик про Кито, то, скорее всего, там фигурировал этот величественный собор. На мой взгляд, это самая распознаваемая достопримечательность Кито.
Базилика де Ватон. Это один из старейших католических соборов в Латинской Америке и действительно очень красивое здание, которое восхищает. Туда замечательно можно подняться на самый верх, на крышу. Две вот эти башни, между ними есть проход, можно подняться сначала на одну башню, потом на другую башню. И с них очень классный вид на исторический центр, на город. Не так много зданий способны произвести на тебя такое впечатление с первого взгляда, как Базилика дель Вото Националь, одна из самых крупных и высоких церквей Латинской Америки. До 2017 года она вообще удерживала первенство по размеру и высоте, но затем уступила Базилике де Нуэстро Синьора дель Розарио в Колумбии. Тем не менее, Базилика дель Вото Националь поражает своими масштабами и готической архитектурной красотой. Да, ребят, вот эта базилика, она очень мне напоминает Кёльнский собор. Посмотрите, даже убранство похожее. Ее строительство началось в 1887 году и продолжалось 37 лет. Французский архитектор Эмилио Тарлье, который был вдохновлен Нотр-Дамом де Пари, создал этот шедевр. Даже без глубоких познаний архитектурных стилей можно заметить знакомые элементы, присущие соборам и церквям Центральной Европы, витражи, горгульи и многое другое. Несмотря на то, что службы здесь проводятся с 1924 года, официальным годом открытия считается 1985, когда базилика получила благословление Папы Римского. Вото Националь до сих пор продолжает достраивать, приближая ее по продолжительности строительства к знаменитой Саграде де Фамилии в Барселоне. Помимо этого, на открытки из Кито попадает 135-метровая статуя на одном из холмов – Вирген дель Панесильо. Это одна из самых высоких статуй в Южной Америке и самая высокая алюминиевая статуя в мире. Как вы уже поняли, религия в Эквадоре играет очень важную роль в жизни местного населения. Около 95% населения этой страны католики, что безусловно является наследием колониальной политики Испании. Оставшиеся 5 – это протестанты, язычники индейских верований и атеисты. В основном католические традиции здесь схожи с европейскими, но есть свои особенности. Например, в Страстную Пятницу здесь производят крестный путь Христа на Голгофу, и это выглядит весьма неоднозначно. В этот день участники шествия надевают кандалы, фиолетовые балахоны, известные как кукучурос, и колпаки с масками. Кстати, в Эквадоре фиолетовый цвет ассоциируется с трауром, и церковь использовала его для привлечения внимания к своим мероприятиям. Маски же надевали богатые люди, чтобы сохранить анонимность в толпе. Что интересно, у эквадорцев, как говорится, 3 бога – это Иисус, они очень верующие. Это футбол и Кока-Кола. Футбол любят все, из каждого дома, в каждом кафе, особенно когда какой-то чемпионат. Это что-то потрясающее, я такое не видела. Все улицы гуляют, я даже стала смотреть футбол, потому что это настолько интересно. И Кока-Кола, да, они очень потребляют много сахара, колу они пьют в огромном количестве, чуть ли не с грудничкового возраста. И здесь остро стоит проблема сахарного диабета. Там в зоне риска 80% людей, там, допустим, 40% действительно болеют. Еда у них тоже такая своеобразная, вот то, что они еще едят морских свинок, насаживая их на шпажки и крутят на гриле. Я, наверное, никогда не смогу это попробовать. Вообще страна интересная, удивительные люди интересные. Касаемо еды, Эквадор ничем не отличается от остальных латиноамериканских стран, кроме, пожалуй, того факта, что здесь едят морских свинок. Да, если вы захотите перекусить и при этом насладиться незабываемым видом на город и базилику де Ватон, то хочу порекомендовать вам ресторан с террасой. Касаемо еды, отметить здесь ничего не могу, но вид на город поражает. Кито и вправду очень красив на закате. Да, еще один интересный факт. Закат здесь, вне зависимости от времени года, ранний, поскольку находится Эквадор на экваторе, и солнце здесь круглый год встает и садится в 6 утра и в 6 вечера соответственно. Кстати говоря, об особенностях жизни и местного менталитета. Поскольку здесь экватор, соответственно, 12 часов темно, 12 часов светло, светает в 6 утра, в 6 утра все оживает. В 6-7 утра с 7-7:30 многие государственные учреждения уже будут открыты. Они все начинают в 6-7 утра работать. Уличные торговцы, фрукты в 6 утра уже почти все будут открыты. А панадерия, опять же, хлебушек свежий в 6 утра всегда купишь. Вечером, как солнышко зашло, город вымирает. Часов в 7-8 вечера Кито будет уже почти пустой город. 1-2 машины проехали, и то случайно. С
Застройка этого города оставила у меня смешанные впечатления. Если с центром все понятно, поскольку градостроители того времени руководствовались совершенно иными требованиями к застройке, где на каждой улице и переулке должна стоять как минимум одна церковь, чего в старом Кито в переизбытке, то городские кварталы вызывают немало вопросов. Если не вдаваться в детали урбанистики, то создавалось впечатление, что застройщики здесь не сильно следуют какому-то устоявшемуся регламенту. Здесь много трущоб. На самом деле, в основном Эквадор состоит из трущоб. Был шок, я долго привыкала. Спустя год, как мне объяснили, прошел синдром туриста и начинается депрессия, наверное, у всех. Что мне здесь нравится, в отличие даже от России, здесь эквадорцы очень любят просторные квартиры, у них обязательно должны быть кухни-гостиные большие. Я, наверное, уже не смогу жить в Москве после таких квартир. Кито лежит на холмах и условно разделен на 3 зоны. В центральном районе находится колониальный старый город с постройками той эпохи, музеями, церквями и памятниками. В южной же его части сконцентрированы стоящие друг на друге трущобы и промышленные предприятия. Следующая проблема Эквадора – это архитектура, потому что здесь нигде нету центральной застройки. Любой город – это большая деревня. Практически нету никакого планирования городов, поэтому это очень разномастные, разносортные домики. Рядом может стоять деревянный сарай в 2 этажа, кое-как сколоченный. Рядом с ним будет 15-этажный прекрасный дом. И все это будет по одной улице, и ничто ты с этим не сделаешь, потому что у людей своя земля своя, делают, что хотят. И вот с точки зрения туриста и именно картинки, за что зацепиться глазу, Эквадор меня расстраивает. Потому что пейзажи прекрасные, подойдешь ближе, становится страшно. Северная же сторона, которая называется современный Кито, считается, пожалуй, самой приближенной по уровню комфорта к развитым городам. Здесь как раз и сконцентрированы магазины, бутики, самый крупный молл в стране и, соответственно, дорогое жилье. Стройки там идут постоянно, и большинство зданий это довольно-таки люксовые проекты даже по меркам США и Европы. Почти в каждой высотке есть бассейны, спортивные залы, где-то даже какая-то джазовая комната, боулинг, и все это бесплатно для жителей. Например, в доме, в котором я сейчас живу, у нас и сауна, и хамам, и бассейн, и тренажерный зал. Прекрасные лобби и огромные кухни-гостиные. По поводу средств для существования, здесь очень дешевая аренда квартир. В принципе, смотря где, в Банисе, например, за $200 можно в месяц снимать неплохую квартиру. А в Кито, в районе, наверное, $600. Кстати, недвижимость Кито пользуется большой популярностью среди европейских и американских пенсионеров благодаря простой процедуре покупки. В прошлом году объем банковских переводов для приобретения недвижимости в Эквадоре увеличился на 15%, ну а доля строительства в ВВП достигла рекордного уровня. Вот здесь на крыше дома, точнее даже не дома, а гаража, мы будем записывать интервью. Вообще интересные тут, конечно, домики. Интересно они построены. Это вроде как таунхаус, тут много комнат. В общем, круто. Я с такой архитектурой еще не сталкивался, если честно. Да, я тут. У тебя прям своя часовня. Ага. Ну, слушай, вид какой интересный. Меня восхищает здесь местная недвижимость и особенности аренды. Потому что стоимость жилья не зависит от ее площади. Снять недорогое жилье можно, и оно будет как сьют, маленькая квартирка, студия с кухней и спальней, так и двухэтажный дом на 3 спальни с террасой со всем остальным, и это будет один и тот же ценник в одном и том же районе. И то, что цена не зависит от площади, меня это поразило в одни из первых дней. Чтобы наглядно почувствовать размер города и полюбоваться на него с высоты, стоит подняться на вулкан Пичинча. Этот активный вулкан высотой 4784 метра является популярным местом среди туристов и местных жителей. С его вершины открывается потрясающая панорама на Кито и окрестности, что делает его идеальным местом для любителей природы и фотографов. Подъем на Пичинча — это не только приключение, но и возможность насладиться великолепными пейзажами, которые останутся в памяти надолго. Следующее, куда, как по мне, стоит съездить, это вот за нашей спиной, за камерой с той стороны, гора Пичинча, туда есть канатная дорога телеферика. Это телеферика, то есть возможность посмотреть на всю эту красоту с вершины горы. Интересное такое здание этого терминала, немножко похоже на советские такие, знаете, ДК. Ну, пойдемте посмотрим, что все представляет, сколько стоит все и какой перед нами предстанет вид. В общем,
Билет для взрослых на телеферику вам обойдется в $9 вверх и вниз. Поднимаешься, по сути, с 3000 на 4200 буквально за 10-12 минут. И оттуда открывается совершенно шикарнейший панорамный вид на всю вот эту долину Пичинча. Именно там понимаешь размер города. Поскольку Кито, как и очень многие другие латинские города, полон малоэтажной застройки, и город с севера на юг — это больше 40 километров. В ширину он не такой большой, он вытянут именно в ложбинке, и вот сверху с горы это видно просто шикарно, вид чудеснейший и крайне замечательный. Но, друзья, перед вашим взором предстанет вот такой вот замечательный вид. Это место словно создано для созерцания и размышлений. Тишина здесь какая-то особенная. Ее нарушает лишь ветер. В такие моменты понимаешь, как прекрасен и величествен этот мир, и как важно беречь такие уголки природы. Еще один приятный сюрприз ждал меня уже на вершине. Оказывается, там можно покататься верхом на лошади и почувствовать себя настоящим чагра. Так называют эквадорских ковбоев, живущих в Андах. Sí, mi nombre es Diego. Diego. Debo ser su guía, ¿ya? Mucho gusto. Изабелла, так звали мою верную подругу на полчаса, большую часть нашей поездки трапезничала, но это никак не отвлекало от ощущения полной синергии с этими местами до такой степени, что хотелось здесь остаться намного дольше. Ну, давайте спустимся с небес на землю и поговорим о суровых реалиях жизни в столице и крупных городах, особенно с наступлением темноты. Если разборки наркокартелей с представителями властей могут обходить стороной обычных граждан и туристов, за исключением тех случаев, о которых я упоминал ранее, а именно когда это затрагивает гражданский сектор, то уровень уличной преступности — это то, на что стоит действительно обратить внимание. Пожалуй, немножко меньше свободы в плане передвижения, именно в плане уличной опасности. Здесь нет организованной уличной преступности, но преступность носит спорадийный, случайный характер, и где на кого наткнешься в ночное время, неизвестно. De una forma en la que yo perdí la conciencia. No me acuerdo de absolutamente nada, solo me desperté detrás del asiento de mi carro, con todos los vidrios rotos y con una pistola en la cabeza. Nada más, diciendo te voy a matar, danos plata. В 2023 году Организация Объединенных Наций поместила Эквадор на первое место в список стран с самым высоким уровнем убийств в Латинской Америке. За последние 5 лет их число выросло на ошеломляющие 470%. Раздражает? Я бы не сказала, что меня здесь что-то раздражает. Здесь, конечно, достаточно опасно. Здесь разрешено ношение и хранение огнестрельного оружия в целях самообороны. И, естественно, в некоторых районах Эквадора этим злоупотребляют. Después de unas 3 semanas o un mes más o menos, asesinaron a mi amigo en ese mismo lugar. Entonces, muy triste. Sí, ahorita la situación de Ecuador está así, te matan por un celular. В том же 2023 году здесь погибло аж 8 тысяч человек, что в 2 раза больше, чем годом ранее. Особенно подвержена риску девушки от 12 до 18 лет. Для сравнения, в Нидерландах, где практически такое же население, происходит в среднем 142 убийства в год. Однако число мелких преступлений в Эквадоре, на удивление, со временем показало заметное снижение. Хотя причиной этого снижения статистических данных может быть тот факт, что кража нескольких сотен долларов здесь не считается уголовным преступлением. Но каждый местный житель Кито посоветует вам не выпускать телефон и кошелек из рук, а лучше пришить потайной карман, как многие из них это делают.
Этому способствует в том числе местное законодательство, потому что воровство, ограбление, если ущерб меньше $400, это не уголовное преступление. И поэтому доказать, что тебя ограбили, вытащили кошелек $100, телефон дешевый украли, никто не будет ловить этих преступников, чем все и пользуются. На фоне незаконной торговли наркотиками, ограблений и насилия проблемы криминала кажутся лишь вершиной айсберга. Чтобы хоть как-то обеспечить безопасность населения, в прошлом году здесь разрешили ношение оружия для личной защиты. Это вполне логично, учитывая текущую ситуацию и острую нехватку полицейских. Одной из недавних реформ стало наделение охранников функциями полиции. Теперь они могут задерживать нарушителей в случае опасности. Для получения лицензии на оружие требуется отсутствие криминального прошлого, медицинские документы с обязательным тестом на потребление наркотиков и достижение 25 лет. Кстати, на фоне всех преступлений проституция здесь узаконена и даже облагается налогами. Обязательное условие такого заработка – лишь достижение 18 лет и регулярные медицинские анализы. Проституция легальна, бордели легальные. В основном это заведения. На улице стоят, но стоят мало. Зачем стоять на улице, когда можно работать в тепле и комфорте? Действительно, здесь легализована проституция, то есть у них идет профессиональный стаж, они уходят на пенсию. Я совершенно спокойно к этому отношусь, пожалуйста. Зато все официально, зато все проверяется, зато все со справками. За этим ведется строгое наблюдение. То есть там официальные сотрудницы. Цены небольшие, но... Действительно, это легально. Уровень очень разный, как для совсем бедных слоев населения, так и для богатых людей. Спектр. Мне сложно говорить на эту тему, я не пользуюсь этими услугами, к сожалению. Но это все легально, можно пользоваться, отдыхать, проводить время. Кстати, тот бар, в котором я пообщался с местным насчет криминогенной обстановки в Эквадоре, называется Осо Руссо, русский медведь. Да, казалось бы, в такой далекой стране, но здесь тоже есть русскоязычная диаспора. Мне сложно сравнивать, потому что я не знаю размер диаспор в российских диаспор в других странах. Пообщавшись с ребятами, выяснилось, что многие из них приехали сюда сравнительно недавно. Кто-то уехал от мобилизации, кто-то ввиду несогласия и неприятия новых реалий, а кто-то просто захотел попробовать себя на новом месте. Вообще, владелец бара, парень из Екатеринбурга, часто собирает у себя ребят, кто, несмотря на суровые политические реалии, общается на языке, который в равной степени могут называть своим родным. И чья культура, несмотря на проблемы последних лет, все-таки очень похожи друг на друга. Я говорю о выходцах из стран бывшего Советского Союза. Здесь не так сложно получить вид на жительство. Временный вид на жительство, виза темпораль, она дается на 2 года. Есть разные условия, как по вложению в экономику, вклад на 42, по-моему, $1000 на 2 года. Причем ты за это время получаешь проценты с этого вклада, причем не маленькие, порядка 8%, если не ошибаюсь. И эти деньги остаются твои, государство не забирает, но это основание для получения как визы временной, так и в дальнейшем постоянной. Также здесь достаточно популярный способ легализации – это легализация по диплому. То, как здесь я виза даю специалиста, если человек имеет образование, высшее образование или даже не высшее образование, но востребованную для трудового рынка Эквадора специальность, апробация диплома, и на основании этого диплома выдается вид на жительство, на основании которого ты находишься, работаешь в стране. Также Эквадор может стать интересной стороной для переезда на постоянной основе. Причина тому может быть не только благоприятный климат круглый год, но и сравнительно легкая процедура получения гражданства. Про гражданство. Сначала необходимо получить визу темпораль, временный вид на жительство, он выдается на 2 года. После нахождения 2 лет в стране по этой визе ты имеешь право податься на визу перманента, то есть на постоянный вид на жительство. И получив перманент, нужно находиться в стране еще минимум год, то есть у тебя должно быть суммарно 3 года нахождения в стране. После чего имеешь право податься на натурализацию, сдать экзамен по языку на знание местной истории, обычаи, традиций и получить гражданство, стать счастливым обладателем паспорта. Здесь, пожалуй, важно сказать о наших друзьях в проекте «Едем в Эквадор». Это мои близкие друзья, с которыми мы в очень хороших отношениях, и они в том числе мне еще в далеком 2019 году помогали с моими дипломами, чтобы легализовать их здесь и помочь начать
начать новую жизнь, скажем. Контакты Марии, руководителя проекта «Едем в Эквадор», которая любезно помогла с организацией съемок, вы найдете в описании к видео. Резонным может стать вопрос поиска работы в новой стране. Если вы работаете удаленно, то Эквадор может стать интересной альтернативой благодаря сравнительно низкой стоимости жизни. Однако для местных ситуация обстоит немного иначе. Политические потрясения не проходят бесследно для экономики Эквадора. Вопрос безработицы стоит здесь так же остро, как и другие проблемы, поэтому 16% населения находится за чертой бедности. Официальная минимальная зарплата составляет $460, но это слишком обобщенная цифра. Очень много, кстати, соотечественников работают по оценке товара, связанные с экспортом, пусть даже не сами ведут бизнес, а именно такой посредник между Россией и Эквадором. Он проводит экспертизу, он осматривает товар на качество. Вот такая профессия здесь тоже очень интересная и оплачивается, кстати, очень хорошо. За один выезд они по $300 получают, просто за один визит, чтобы осмотреть товар. Ну, наверное, это основное. Еще креветки. Вот мы именно занимаемся креветками, поставкой. Как я уже говорил ранее, Эквадор знаменит своими бананами и розами. Если до банановых плантаций я не добрался, так как большинство из них находится в районе побережья, то на самые крупные в мире плантации роз я все же попал и изучил весь процесс и путь, который проделывают эти цветы до того, как вы купите их у цветочников рядом со станцией метро, ну или их вам подарят ваши поклонники. Зависит от росы и цены. Например, вот такие очень такие красивые, такой вид росы, они стоят больше. Однако обо всем этом я расскажу в следующей серии, поэтому, чтобы не пропустить, подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Наконец пришло время показать вам, пожалуй, самую посещаемую достопримечательность не только Кито, но и Эквадора в целом, ради которой сюда приезжают ежегодно 2 миллиона туристов. Mitad del Mundo, что на испанском означает «середины мира». В двух словах, Mitad del Mundo съездил, молодец, но нужно съездить, чтобы сделать фотографию. Такая фотография есть у всех, я здесь был. Именно здесь проходит экватор, условная линия, разделяющая северное и южное полушарие нашей планеты. Находится он к северу от Кито в получасе езды. Представляет из себя, помимо непосредственно величественного монумента, что построили в 1936 году, целый культурный комплекс с концертами аборигенов, сувенирными лавками, кафе и прочими туристическими заманушками. Конечно, 99% туристов приезжают сюда сфотографироваться на месте, где можно постоять одной ногой в северном полушарии, а другой в южном, символизируя тем самым пребывание в двух половинах земного шара одновременно. Ну, конечно, это интересно побывать одной ноге в одном полушарии, другой ноге в другом полушарии. Ну, скорее всего, это больше сейчас такой бизнес туристический. Но есть одно «но». Ну, наверное, уже знаешь, что центр мира, он проходит не там, где памятник, а немножечко он сдвинулся уже. На самом деле не экватор сдвинулся, а изначально геодезисты ошиблись с выбором места. И уже намного позднее точные измерения, не без помощи GPS, показали, что местоположение этого монумента не совпадает с физическим положением линии экватора, поскольку фактически экватор находится примерно в 240 метрах к северу от монумента. Поэтому я отправился искать реальную линию экватора, которая, как выяснилось, проходила в том числе и через дворик одного добродушного эквадорца. Después de la pandemia del COVID, la gente ya no vino más. Por eso está así un poco abandonado. Тот с присущим местным гостеприимством тут же принес несколько яиц, дабы продемонстрировать те чудеса, что творятся на реальном экваторе. Трюк с яйцом заключается в том, что нулевое магнитное поле на экваторе оказывает равномерное воздействие на яйцо, что позволяет ему удерживать равновесие. Добродушный эквадорец и со мной поделился яйцом, дабы я попробовал свои навыки балансировки этого яйца на гвозде. Скажу я вам, это посложнее, чем стоять самому на гвоздях. Так, Кися, будем эксперимент проводить, ты будешь камеру держать, хорошо? Так или иначе, мои попытки поставить яйцо на гвоздь, несмотря на ветер спустя 10 минут, все же увенчались успехом.
На самом же деле яйцо можно поставить вертикально при правильном балансе в любой точке мира, и это один из мифов, которым пользуются местные шарлатаны, дабы заработать на наивных туристах. Второй распространенной легендой является то, что пройти по экватору не так-то просто. Говорят, что по этой полосе очень тяжело пройти. То есть, как бы тебя будет кренить в одну сторону или в другую. Ну, что-то я вроде без проблем прошел. Может быть, просто те, кто сюда приезжает, перед тем, кто сюда приехали, потребили что-то, или так будет кренить не только на экваторе. Вот кто точно по этой полосе пройти, точнее пролететь не может, так это мой дрон. Смотрите, как его колбасит. Он сейчас находится примерно в 10 сантиметрах от линии экватора. Его колбасит просто из стороны в сторону. Ну и, наконец, пожалуй, самый распространенный миф, что вода в разных полушариях закручивается в разные стороны. Для этого эксперимента дядечка построил аж 2 туалета у себя во дворе, которые по задумке делятся не по гендерному признаку, а по направлению закручивания воронки. В общем, эксперимент не удался, вода и там закручивалась против часовой стрелки. Видимо, и туалет поставили с небольшой погрешностью. Здесь то же самое, что и с яйцом. На деле, при демонстрации фокусов с водой, ее еще в ведре закручивают в нужную сторону. Но, несмотря на то, что эти трюки ничего научного под собой не несут, в их основе все-таки лежат реальные факты. Да, на экваторе вправду притяжение ниже, а закручивание воды объясняется эффектом Кориолиса. В следующей серии я поехал знакомиться уже с природой Эквадора и покажу вам удивительные места в этой стране, от вулканов до водопадов. Мы побываем на плантации роз, пообщаемся с коренными эквадорцами и продолжим с героями познавать этот далекий уголок нашей планеты. Друзья, если вы досмотрели выпуск до конца и он вам понравился, то убедительная просьба сделать репост, поставить лайк и с комментарием, так как это действительно помогает каналу расти и количество просмотров зависит от активности каждого из вас. Также предлагаю вам посмотреть выпуски из других стран. Это канал Проект Резидент, я его автор Александр Бороденков. И до скорых встреч в разных уголках нашей планеты. No digas nada, ven, mátame.